Я пугать не буду, в стране полный пиздец. Население обнищает, но кризис еще не начался. Он начнется после каникул. Важно создавать свою суверенную финансовую систему. Игорь, у нас в стране принято пугать 90-ми. До этого кризиса мне было не страшно, а сейчас становится страшно. Как вы думаете, реально ли могут вернуться 90-е? И можете назвать какие-то предпосылки к кризису схожие, а какие-то различные между кризисом 91-93 и тем, что вот сейчас происходит? Я, во-первых, думаю, что этот кризис, который сейчас, он будет сильно страшнее, чем 90-е. И сравнивать их в лоб нельзя, но у них есть схожие черты, но есть куча отличий. Самое главное отличие — это люди привыкли жить в достатке, как-то привыкли, да, и все это в одночасье исчезает. В Советском Союзе самый большой шок испытали вот именно такие пожилые люди, которые сильно привыкли жить при Советском Союзе, и вдруг все сменилось. Они не смогли адаптироваться. Огромное количество людей сейчас тоже не сможет адаптироваться, и это депрессии, это психические расстройства, это алкоголизм, это суицид. Данный кризис очень сильный, он затронет огромное количество не только возрастных людей, но и средневозрастных людей. Пожалуй, только молодые люди, которые сами по себе очень гибкие, у них еще не сформировалось устойчивых каких-то привычек, они, есть и есть. То есть это, как говорится, жизнь продолжается, поехали. А все люди, кому от 25 и выше, их всех затронет очень сильно. И в этом смысле это кризис гораздо страшнее, чем 90-е. Чем он похож на кризис 91-93? Да, он похож, есть схожести, вот в чем. Первое — это плюсы. Положительные похожести, что гигантское количество новых возможностей открывается, как в любой из кризисов. Вот когда все смешалось и старые правила не работают, старое все рухнуло, как карточный домик, в этот момент, возникают новые возможности. Например, те же новые бизнесы, те же новые способности себя проявить. Тебя уволили, кто-то расстраивается, а кто-то давно ждал, чтобы его послали нафиг, чтобы он пошел в свою новую жизнь. То есть открывается много возможностей. Это хорошая новость, на этом все с хорошими новостями. Дальше плохие новости. Немногие воспользуются этими возможностями. И самое главное, чем этот кризис не похож, это сильная отрицательная черта, это тем, что мы совершенно не представляем устройство мира, никто, подчеркиваю, которое будет после этой коронавирусной войны. Дело в том, что сложились 4 энергии. Это, собственно, вирус, пандемия, это ограничения. Очевидно, что это будет очень долго. Это финансовый кризис, то есть, это кризис экономики, то есть потребления, то есть объем потребления нефти и прочих товаров упадут. Мы не знаем, с чем мы столкнемся, потому что в 90-е мы знали, чем мы столкнемся. Мы знали, что страна придет так или иначе к стабилизации, мы увидим что-то подобное западному миру. У нас был ориентир. Сейчас никто в мире не знает, к чему мы придем. Это очень страшно. Реально любая такая непредсказуемость только для 1% людей это повод выиграть, а для 99% людей это повод забухать. 90-е вернутся или нет? Например, вернутся ли братки и крыша? Если да, то как это будет выглядеть в наше время? Однажды в Питере мы приехали, покупать завод. И я с чемоданчиком денег, с кейсом, с таким. Сколько денег у вас было? Да, $200 000. Это по тем временам был, очень большая сумма. Даже, по-моему, $250 000. И я один на этом заводе, нотариуса я позвал, и я скупаю акции. И где-то в середине дня мне сообщают, что кто-то там приехал. Я тогда, в общем-то, тоже был лихой достаточно, выхожу такой, открываю дверь, и мой взгляд упирается в какую-то стену. Я не понял, это же была дверь, и там было пространство, но мой взгляд уперся в стену. Я поднимаю глаза, стена продолжается. Я поднимаю глаза, стоит амбал 2,20 ростом, и он спрашивает: где ваши
где ваш старший? Я говорю, я старший. Он говорит, а другие где? Я говорю, я один. Он говорит, в смысле? Я говорю, я один. Вопросы есть? Говорю, какие? Так смотрю на него, говорю, какие-то вопросы есть. Он говорит, а где ваши-то? Я говорю, нету, я один. Он говорит, мне нужно посоветоваться с моим старшим. И уходит. Уходит за забор, значит, завода, и я понимаю, что у меня есть полчаса. Полчаса, за которые я должен, все решить здесь. И... В общем, оказалось, что у меня было 5 часов. Я, конечно, за полчаса не справился, но за 4 часа я скупил остатки акций, да, и я убрался с этого завода. Вот такие были времена. То есть на самом деле нужно было действовать быстро, напористо, иногда нагло, ну и в этом смысле лавировать. И вот теперь смотри, как это связано с текущими временами. Слушай, а что, какие отличия? Сейчас ты сидишь, да, тебе приходит проверка, Ростехнадзор какой-нибудь или еще какой-то там надзор, да, тебе выставляют, значит, предъявы. И дальше ситуация, ну, такая, то есть либо твой бизнес сразу закрывают, либо что-то. Чем это отличается? Просто тогда была ситуация, что это были какие-то неуполномоченные люди, а сейчас уполномоченные. Хорошо, если не оперуполномоченные, да, поэтому ситуация всегда меняется только одним. Неорганизованная преступность заменяется на организованную преступность, да, а потом общество взаимного согласия и общественный договор могут перевести ситуацию в стране, когда именно через общественный договор и через понимание или понятия, да, уже такие, что, ребята, все в бизнесе мы делаем в чистую, но нас не крыжат, не ходят вот эти проверяющие. Такого у нас в России нет. Для 90-х еще была характерна так называемая власть олигархов, когда богатые люди имели колоссальное влияние на политику, власть. Может ли эта ситуация вернуться сейчас? Да, я часто слышал такой миф, но дело в том, что это миф. Скорее была безвластие. Скорее, да, были какие-то группы влияния. Естественно, эти группы влияния возглавлялись теми, кого в простонародье зовут олигархами. Вот. Но все это произрастало в условиях безвластия. То есть, ну, государственная власть была, откровенно говоря, слабая. Поэтому, когда Путин пришел, это правильное первое его действие было — это укрепить государственную власть. Другое дело, еще раз говорю, есть над чем работать. То есть мы в обществе дальше, воспользовавшись этим, как, кстати, кризисом, я считаю, можем существенно упрочнить и укрепить нашу существующую систему. Ее обязательно надо изменить, добавив в нее элементы общественного договора. Например, что бизнесмен, чисто работающий, подчеркиваю, платящий все налоги, соблюдающий все законы и предписания, подчеркиваю, он неприкасаемый. Это должно быть. В 90-е было время ограниченных ресурсов и массовой потери работы. Вполне возможно, вот именно поэтому такая борьба шла за ресурсы, что люди готовы были убивать. Сегодня возможна такая ситуация? Думаю, да, только сегодня бунт именно, и вот это возмущение, скорее всего, будет идти от неимущих слоев людей, кто попал в безвыходное положение, безвыходную ситуацию. Слишком много людей оказались за чертой прожиточного минимума и за чертой бедности. В 90-е там группа особо инициативных людей объявили, что мы будем брать то, что нам принадлежит, и они проявляли активность. Одни делали бизнесы, другие организовали банды. А сейчас другая ситуация. Те, кто сделал бизнес, и те, кто уже при власти, те, кто при деньгах, те, кто имеет благосостояние, они в этот кризис потеряют какое-то благосостояние, но не все. Они будут хотеть сохранить предыдущий уклад и будут стабилизировать ситуацию, пытаться ее как-то проконтролировать. Но дело в том, что есть 20 или 30 миллионов людей, у них и раньше эта жизнь была не ахти, а сейчас их жизнь станет просто адом. И вот эти люди могут восстать
восстать. И никакими контрольными мероприятиями, никакой Росгвардии, и никакими увещеваниями, и никакой промывкой мозга СМИ, конечно, не остановить эту лавину. И это новая опасность. И поэтому вызов для всех людей, кто сейчас при власти, при деньгах, умные, образованные, ну, сильный, да, объединиться и изменить сложившуюся систему, да, выведя страну и общество в другую модель. Модель, в которой пирог будет больше. И этот пирог, чтобы каждому достался. Что должно произойти, чтобы люди реально оказались на улицах и начали бунтовать и бороться за ресурсы? Чтобы люди вышли на улицы, для этого не так много надо. Вот, например, не так давно был гигантский шанс, к сожалению, войти вот в эту ситуацию. В Екатеринбурге власти решили поставить, значит, какую-то церковь там в парке. Все, 100 людей или 200 пришли протестовать против этого. Власти подогнали Росгвардию или кто там, полиция. Люди объявили флешмоб, подошли еще 300 людей. Ну, в результате 1000 людей были в палаточном городке и так далее. В принципе, ситуация накалялась каждый день, и стоило вот в эту толпу прийти, подчеркиваю, 10, 100 специально обученных людей, которые, поджигатели, черкнуть спичкой, да, и, представляешь, вот стенка на стенку. И началось бы, и мало бы не показалось. Поэтому на самом деле ситуация может бахнуть в любой момент. Дело в том, что отчаявшиеся люди, которые голодны, которые не видят шансов в жизни, не видят социального лифта, не видят. У них два варианта: курить, бухать, как-то себя заглушить, заблокировать, да, или идти, не знаю, с оружием в руках попытаться что-то делать. Дело в том, что других выходов эти люди не видят. И если сейчас посмотреть, то образование текущее в России, просвещение, образование, вообще система коммуникационного взаимодействия с населением, она так устроена, что государство, общество, предприниматели, общественные деятели и деятели в целом не сделали ситуацию, реально не сделали ситуацию, чтобы у нас было общество равных возможностей, равного доступа. Нет. У нас на сегодня сильно перекошенная ситуация. И если тебе повезло родиться в определенных кланах, в определенных семьях, ты с большей вероятностью выживаешь и процветаешь. Если не повезло, с меньшей или совсем с нулевой. На самом деле, я считаю, это самая большая несправедливость, но я к ней отношусь не как к несправедливости, а самая большая невыгодная настройка для общества, которая глушит самые потенциально здоровые силы. Ты же знаешь, люди, которые живут в достатке, у них часто нету жизненных энергий, чтобы сделать что-то поистине великое. Так люди устроены, да? А люди, которые хотят вырваться, и у них есть ген вынужденного предпринимательства и такого мышления, да, если их блокировать на раннем этапе и останавливать, куда они пойдут? В преступники, в бандиты или в алкоголики. Как вы думаете, возможно ли сегодня приватизация оставшейся государственной собственности или, может быть, переприватизация, у кого-то отберут, кому-то передадут и так далее? Она не только возможна, другого выхода нет. Она настолько плохо управляется, что выхода нет другого, кроме как найти, кому ее отдать. Отдать, естественно, не бесплатно, а с последующей постоплатой или взять какие-то деньги и отдать. Да невозможно, ни у кого в стране нет таких денег, чтобы купить по объективным ценам эти объекты, которые государство хочет приватизировать. Опять отдать иностранцам? Проходили уже. Поэтому необходимо найти российских деятелей, которые возьмут в управление эти хозяйственные комплексы, то есть провести приватизацию умно, так, чтобы эти большие хозяйственные комплексы не пошли, скажем так, в лапы геополитических, врагов. Необходимо сделать выводы из прошлых ошибок. Я не говорю, что мы сделали плохие вещи. Очень много вещей сделано, как всегда, много ошибок. Я сейчас говорю о том, что следующие шаги должны быть сделаны умно. Если сегодня сравнить
пул 100 лучших частных предприятий, то у них производительность труда в несколько раз больше, чем у пула 100 лучших государственных мероприятий. Все. Ждут ли нас вообще масштабные реформы? Если да, то какими они могут быть? Дело в том, что будущее полностью предопределено. Но зависит это от того, что мы сделаем сейчас. Поэтому есть приводы реформ, то есть драйверы или выключатели этих реформ или включатели. Да? Все эти реформаторы сидят сейчас в Думе. Ожидать ли от этой Думы, что они будут инициаторами изменений? Слушай, эта Дума столько изменений нарожала за свой цикл думский. Столько законов инициировали, да? Их исполнить невозможно. Только законы эти касаются фигни всякой. И поэтому наша Дума может делать косметику. Там нет людей, которые могут взять на себя ответственность за страну. Мы выбрали такую Думу. Мы как народ заслуживаем того, что выбираем. Я думаю, что реформы будут косметические. Они будут, будет очень много шума, очень много заявлений, но эффекта от этого не будет или будет мало. Невозможно быть эффективной страной, эффективным обществом, выживать, адаптироваться, если у нас такие руководители. Вывод какой? Учить, отбирать, расставлять. В этом смысле корпорации делают усилия, правительство делает усилия, там программа «Лидеры России», да? Но, видимо, этих усилий недостаточно, и все, что сейчас нужно, вот усилия по вот этим местам, по отбору людей, у которых получается, подчеркиваю, их даже учить не надо. Слушайте, найти людей, у которых получается, и сделать социальный лифт, подвинуть их на это место. Все, ведь просто же. 90-е это было время огромных возможностей, прежде всего для бизнесменов. И тогда люди очень активно начинали заниматься предпринимательством, зарабатывать, но тогда только открывались первые возможности для бизнеса. Сегодня эти возможности и так есть. Как вы думаете, будет ли сегодня всплеск предпринимательства? Статистика неумолимо говорит о том, что всплеск предпринимательства всегда происходит, когда какой-то кризис, а если большой кризис, то большой всплеск предпринимательства. И он не происходит потому, что от головы, типа, много возможностей, да хрен там два. Ни один человек не видит возможностей. Вот ты спросили Вову, говорит, есть возможности? Он говорит, я слышу, все говорят, но я ни хрена не вижу. Вот так. Энергия на переход в состояние, в котором ты видишь возможности, это энергия, которая у тебя появляется, когда у тебя задница горит. Все, когда ты не можешь сохранять предыдущую позицию просто потому, что все сгорело. Но знай, что есть, например, миллионы людей, у которых задница горит, и которые начнут такой поиск, хорошо, у 1000 получится. Поэтому если говорить вот про те 30 миллионов людей, которые сейчас останутся без работы, без дохода или с существенно сниженным доходом и так далее, видят ли они возможности? Нет. Увидят ли они возможности? Нет. В этом и есть гигантская трагедия нашего общества, потому что просвещение, образование, государственная политика, политика СМИ совершенно не способствует тому, чтобы перезагрузить этих людей на новую жизнь. Возвращаясь к 90-м, тогда люди очень активно ехали за границу, и большинство, конечно, впервые. Появились международные связи, в том числе бизнес стал развиваться за рубежом. Сейчас, получается, мы наоборот закроемся в своих странах на фоне пандемии. Правильно? Я не думаю, что произойдут сильные закрытия по товарооборотам, по экономическим цепочкам. Но люди станут меньше ездить. Например, в Анталию 5 миллионов людей приезжало из России раньше. Я приветствовал бы следующее, чтобы эти 5 миллионов людей были бы на российских курортах. Я бы приветствовал, чтобы бизнесмены, предприниматели, дельцы занялись бы устройством этих курортов на Байкале, не знаю, Сочи, где, да, много мест.
Вот. Но экономические связи так быстро не переносятся. Если возможно переместить какой-то завод в Россию, то чтобы завод построить, надо не меньше 18 месяцев. И это такой небольшой завод. Вот. Поэтому экономические цепочки не перенесутся так сильно. Но я бы приветствовал перенос этих экономических цепочек в Россию, потому что Россия, ну, у нее индустриальное основание должно быть. Если в России нет индустриального основания, это как на 7 ветрах, знаешь, если сейчас посмотреть вот на одежду, которую мы носим, там оргтехнику, которую мы там используем, да, ну, там очень немного произведено в России. Поэтому сегодня, когда Россия гордится своим космосом, цена этого космоса очень высока. Потому что вместо того, чтобы использовать базу компонентную, ну, которая производится, ну, для многого чего, для другого, для самолетов и так далее, использовать это в космосе, да, наша страна вынуждена профинансировать многие разработки и содержание каких-то, ну, производств в мелкосерийном виде, что страшно дорого и страшно неэффективно с точки зрения качества. Поэтому я приветствую, чтобы предприниматели и деятели, которые занимаются, да, тренируются и ищут сейчас новые точки, возможно, приложения своих усилий, чтобы они релоцировали производство из Китая. Прямо сейчас время. Рабочая сила в России стоит, ты сейчас удивишься, дешевле, чем в Китае. Ну, то есть на уровне самых бедных провинций Китая. Поэтому для предпринимателей это самое то время. А для жителей нашей страны это возможность обрести те самые рабочие места. В 90-х жилось совсем не так, как хотелось бы. И стоит ли нам вообще бояться повторения 90-х? Я бы не хотел, чтобы у нас были 90-е, еще раз, но, похоже, они уже настали. Население обнищает, огромное количество цепочек экономических развалится, и кризис, реальный кризис, начнется чуть-чуть позже. Он не начался, многие люди сидят сейчас, ну типа на самоизоляции, деятельностной такой, знаешь, вот у них каникулы, знаешь, в стране полный пиздец, а наше правительство объявляет каникулы. Окей. Но кризис еще не начался, он начнется после каникул. Вот когда люди выйдут на свои рабочие места и обнаружат, что нету этих рабочих мест или что их уже уволили, невзирая на то, что правительство говорит, мы каждому заплатим 12 тысяч тому, кто оставит людей. Что, совсем сдурели, что ли? Откуда предпринимателям брать деньги? Ну, бизнесменам, да? Неважно предпринимателям, если ты руководитель государственной компании, откуда тебе брать деньги? Вот самый ужас, он еще не начался. Поэтому то, что сейчас, это, знаешь, это такое, вот кого не коснулось, есть там накопления, там какие-то родные, близкие не заболели, да, все такие сидят, вот, говорят, вот нас пронесет, нас как-то минит это. Поверь, это всех коснется. Когда станет явным, какой экономический ущерб вот этот вот месяц апрельский, который все просидели дома, принес. Один месяц — это минимум 5% ВВП страны. Минимум. Говорят, там кто-то оценивает 2-3, слушай, 2-3, 5, я оцениваю в 7%. Вот поэтому я пугать не буду себя. Ну, знаешь, я уже пересчитал, например, в Технониколе планы минус 20%. А знаешь, что такое 20% ВВП минус? Ну, например, 10% ВВП минус. Это неспособность страны выполнить социальные обязательства по огромной массе людей. Если наша страна не пойдет по пути создания суверенной финансовой системы. Но вот здесь, я думаю, решимости не хватит. Потому что сейчас прекрасный момент запустить суверенную финансовую систему. Найти шанс, то есть, опять же, я небольшой в этом специалист, но если сейчас не воспользоваться этим шансом, когда мир разделился на такие замкнутые капсулы чего-то и в нем происходит, вот если сейчас не начать строить свой кредит, то есть не имитировать центральному банку деньги, а жить во взаимосвязи с Америкой и ждать, когда Америка наимитирует. Америка уже начала печатать, да? Сидеть с резервами в американских долларах, которые
тают с таким темпом, с которым Америка добавляет новых долларов, да, то это означает терять драгоценное время и давать возможность опять Америке размазать весь тот финансовый бабл, пузырь, который Америка породила, опять, чтобы весь третий мир заплатил за американские проблемы. Мир всегда платил очень дорогую цену за то, чтобы в Америке так хорошо жилось. И это сейчас не слова против Америки, а предтеча к тому, что в России важно создавать свою суверенную финансовую систему, которая также работает, со странами, ближнего круга. И я хочу, чтобы наше правительство, наши финансовые власти, наш центральный банк, наш премьер, наш президент реализовали свой великий исторический шанс создать суверенную, наконец-таки, экономику, суверенный финансовый кредит, суверенное общество, да, и обновили, черт побери, управленцев, у которых не получается, на управленцев, которые получается. Пара хороших новостей заготовлена у вас? Хорошая новость — это у страны есть фонд национального благосостояния, резервы ЦБ достаточные. То есть в этот кризис и в эту турбуленцию все-таки надо отметить, страна входит с тем, что кое-что есть. Сейчас есть финансовая система расчетов, есть резервы, то есть есть элементы инфраструктуры. Я надеюсь, что это то, что есть, не станет, знаешь, таким ложным расслаблятелем, чтобы оно не стало, да? Потому что часто ощущение, что у меня что-то есть, порождает, что, еще не время парашют открывать, да? Типа прорвемся. Вот. Но, тем не менее, знаешь, когда есть, это лучше, когда нет. Поэтому это скорее положительная новость. Раз. Второе. Надо отметить, что люди за время 2000-х годов в России появилось определенное количество людей с предпринимательским мышлением, которые совершенно по-другому представляют себе устройство мира. И принципиальное отличие там следующее, что это люди, которые считают, что им самим необходимо благоустраивать страну, в которой они живут. То есть они не ждут от правительства, от президента, они, условно говоря, считают, хорошо, что президент, премьер и правительство стараются, делают, ошибаются, хорошо. Эти люди считают, мы будем добавлять со своей стороны то, что на нашем месте можно добавить. Это очень полезно, позитивно, это очень важно. Есть еще много таких вот симптомов, которые мне говорят, что адаптивность, изобретательность и такая дееспособность сохранять плавучесть, сохранять устойчивость общества и изменяться на лету, она сейчас существенно выше, чем в 90-е. Правда, я был в 90-е. В 90-е этой способности не было. Это была рыхлая масса красных директоров и людей, которые реально ждали возвращения Советов. Я все это говорю как уверенность в том, что мы обязательно справимся с этим кризисом. И мы выйдем обновленными. Мы выйдем лучше, чем мы были до этого. Мы узнаем цену жизни. Мы увидим значение врачей в нашей жизни. Мы модернизируем образование за этот кризис. Мы модернизируем здравоохранение за этот кризис. Мы придадим кратно большее значение важности наличия на руководящих постах людей, у которых получается. Слушай, в принципе, не так много надо сделать для того, чтобы что-то добавить. И этот кризис не оставляет нам шанса не сделать это.